Всем привет! В этом видео я хочу показать вам свой новый кардиган. Дальше в видео вы увидите, как я его вязала. Сейчас коротко расскажу о нем. Связан он на размер 50-52. Пряжа Alize Alpaca Royal. Эту пряжу я получала из интернет-магазина Пряжа Су. Показывала в своей посылке. Ссылку на магазин вы сможете увидеть под этим видео в инфобоксе. Колор у меня 152. В 100 граммах здесь 250 метров. Состав 30% альпака, 15% шерсть лана. Рекомендуемые спицы 4-5. Я вязала свое изделие спицами 4 миллиметра. Расход пряжи около 600 граммов. Кардиган широкий, поэтому я говорю, что подойдет на размер 50-52 и, возможно, даже 54, но тогда он будет уже не так свободно сидеть. Связан отдельными деталями я вязала. Сначала спинку, затем полочки и рукава. Здесь цельновязанная планка, которая вяжется вместе с полочками и затем переходит, вернее не переходит, а этой планкой я закрывала петли горловины спинки, так как по принципу, как закрывают айкордом. В видео я это показала, здесь все, в общем-то, просто. И получается цельновязанная планка. По спинке, по центру спинки идет узор аран, остальное лицевая гладь. По центру начинается с резинки. Здесь один аран по центру и по краю полочек. На этот узор есть отдельное видео на моем канале, я оставлю ссылку под этим видео. Там я подробно показывала, как его вязать. Схема здесь довольно простая. Я провязала в видео весь раппорт в высоту, так как я вязала именно на этом кардигане. Поэтому вы сможете посмотреть, кого заинтересует. Здесь, значит, как я сказала, я начала вязание со спинки. И спинка представляет собой ровное полотно до вязание скосов по плечам. Здесь я сделала скос с обеих сторон и вывязывала его укороченными рядами. Это также я показывала в видео. По полочкам также и по спинке. Здесь одинаково. Рукав вывязан из проймы и сделано несколько убавок. Тоже сколько, это все я показывала. И завершается длинной резинкой. По размерам ширина у меня получилась 58-60 сантиметров, длина 88 сантиметров. Рукав, здесь длина 21 даже сантиметр, вернее ширина проймы, высота проймы 21 сантиметр, длина рукава 45 сантиметров. Из них резинка 17 сантиметров. В конце резинка, если не растягивать, получается примерно 11 сантиметров, я измеряла. Но она очень хорошо тянется. Пряжа хорошо держит резинку. Здесь я спицы не изменяла, и резинку, и основной узор вязала спицами 4 миллиметра. Узор и на спинке, и на полочках он одинаковый. Также идет по центру аран и 2 жгута по краям. Здесь по планке точно так же 2 жгута, но один жгут крайний, он не сшивается с основным полотном. Сшивается все, кроме одного жгута. А этот жгут, как я сказала, он переходит на горловину спинки. Кардиган получился очень мягкий, комфортный и уютный. И вязать его также было очень просто.
Дальше в видео вы сможете посмотреть основные моменты, как я его вязала. Приятного просмотра! Вязание начинаю со спинки. До вывязывания скосов по плечам это ровное полотно. Для того, чтобы рассчитать количество петель, которые нужно набирать, надо связать два образца. Один образец лицевой гладью и один узором сараном, центральный узор. На этот узор есть отдельное видео на моем канале, как я его вязала. И под этим видео будет ссылка на этот узор. Значит, нужно связать два образца и определить плотность вязания. По моей плотности вязания в узоре лицевой глади в 10 сантиметрах у меня 19 петель. А в узоре сараном он занимает 27 петель в ширину. Это 11 сантиметров у меня. И есть разница между узором лицевой глади и между центральным узором есть разница в плотности вязания. И эта разница у меня в 5 петель. То есть я измерила, что в 10 сантиметрах узора у меня 24 примерно с половиной петли. А в 10 сантиметрах лицевой глади 19 петель. То есть разница 5 петель. И я рассчитала, сколько мне нужно на ширину спинки. Для себя я ширину спинки определила 58 сантиметров. И рассчитала. Значит, 58 сантиметров мне нужно полную ширину спинки. От этой полной ширины я отнимаю ширину центрального узора. В первую очередь это 11 сантиметров. Получается 47 сантиметров. Это то количество, которое будет занимать лицевая гладь. Слева и справа от центрального узора. И теперь мне нужно рассчитать, сколько мне нужно петель именно лицевой глади. Для этого я рассчитываю на 47 сантиметров. 19 петель образца делю на 10 сантиметров и умножаю на нужные мне 47 сантиметров. Получается 89,3. Округляю до 90 петель. Так как лицевая гладь будет разделена на две части, я делю это количество петель на 2, и получается, что слева и справа от центрального узора у меня будет по 45 петель лицевой глади. Итак, я распределила. Кромочная 45 петель лицевой глади, затем в центре 27 петель узор. Дальше опять идет 45 петель лицевой глади и кромочная. И общее количество петель, нужное мне для спинки, получилось 119 петель. Итак, я набрала на спинку 119 петель и вязала резинку, а по центру центральный узор, высоту 12 рядов. По узору получилось это 10 рядов, так как в начале ряда, первые два ряда подготовительные в узоре. Это есть видео по самому узору, как я вяжу подготовительные ряды и как я перехожу на сам узор. Итак, получилось в общем с резинкой 12 рядов. Затем я перешла, узор я продолжала также вязать, а здесь я перешла после резинки на лицевую гладь. Никакое количество петель я не прибавляла и не убавляла. Как начала на 119 петлях, так и вязала. И вязала ровным полотном, всего в высоту я провязала 200 рядов. И теперь здесь я хочу вывязать скос плеча. Я определила для себя, что на плечи я оставлю по 41 петле. Вот мой расчет. 41 петля на плечи, 37 горловина. И сам скос плеча я буду делать только на половине самого плеча. То есть у меня 41 петля на плечо. Делю ее примерно пополам, это количество петель. И на второй половине буду вывязывать укороченные ряды, тем самым делая небольшой скос.
Значит, разделила я это количество пополам, примерно 21 петля. Я оставила по 21 петле с каждой стороны. И сделала 3 точки разворота. 21 разделила на 3, у меня получилось по 7 петель. Я буду оставлять при вывязывании укороченных рядов. Итак, сейчас у меня провязано 200 рядов. Узор я закончила 8 рядом раппорта в высоту. И сейчас начинаю вывязывать скос в 201 ряду и 9 ряд раппорта узора. Я отметила с каждой стороны маркерами по 7 петель. С этой стороны и с этой стороны. И теперь 201 ряд я буду провязывать, начиная от начала ряда, провяжу весь ряд. Здесь лицевая гладь, здесь 9 ряд раппорта узора и довязываю до вот этого крайнего маркера. И здесь подключусь. Я подхожу к крайнему маркеру. Когда до него дошла, снимаю этот маркер и вязание разворачиваю на изнаночную сторону. Нить перед работой. И теперь я эту петлю снимаю на правую спицу, переснимаю, и рабочую нить подтягиваю назад и хорошо затягиваю. Получилось из одной петли 2 нити. И дальше этот ряд изнаночный провязываю до также крайнего маркера. Довязала до крайнего маркера, также его снимаю, разворачиваю вязание на лицевую сторону, нить тоже перед работой рабочая, и теперь, заводя спицу под рабочую нить, ввожу в петлю и снимаю, и рабочую нить также подтягиваю назад, затягиваю, и тоже получилось из одной петли 2 нити. Вот они. И дальше продолжаю вязать 203 ряд. Лицевую гладь, узор и довязываю до следующего крайнего маркера. Так, в конце 203 ряда также дошла до крайнего маркера, снимаю его, и то же самое. Вязание разворачиваю, и эту петлю снимаю, подтягиваю, и образовывается 2 нити. Продолжаю вязать. Довязываю изнаночный ряд, 204 ряд, также до крайнего маркера. Довязываю до следующего крайнего маркера, убираю, разворачиваю вязание на лицевую сторону. Рабочая нить также перед работой, под нить и в петлю ввожу спицу, снимаю, и нить подтягиваю, хорошо затягиваю. 2 петли образовалось, и также продолжаю вязать. Осталось по одному маркеру,
провязываю сейчас до этого маркера, также разворачиваюсь на изнаночную сторону, как я показывала 2 предыдущих ряда, довязываю этот изнаночный ряд и на последнем маркере подключусь. В конце 206 ряда остался один маркер, также я его снимаю, разворачиваюсь. И теперь уже с этой стороны маркеров нет. Все маркеры довязаны. И я так сначала эту петлю закрепляем. Также снимаем две нити, делаем. И аналогично вяжем. Этот ряд теперь уже полностью до конца. Я сейчас довяжу до первой точки разворота, где двойная петля, и покажу, как ее провязывать. Так я вяжу 207 ряд лицевой и подхожу к первой точке разворота. Вот она, двойная петля, и провязываю эту петлю, вот как есть 2 нити на спице, подхватывая под обе нити, провязываю лицевой. Дальше иду до следующей, довязываю точки разворота. Их будет видно. Каждая 7-я петля, как мы разворачивались. Вот опять 2 нити. Также под обе нити подхватываю, провязываю, подтягиваю. И еще одна точка осталась. Вот она, 7-я. Также под обе нити провязываю и заканчиваю ряд. Этот ряд довязываю до конца. Теперь уже разворачиваюсь, провязываю изнаночный ряд также до первой точки разворота. Так, 208 ряд. Также довязываю до первой точки разворота. Вот она, 2 нити. Завожу спицу также под обе нити, провязывая изнаночный до следующей точки разворота. Тоже каждая 7-я. Вот еще одна, 2 нити. Также под обе нити изнаночная. И осталась еще одна. Последняя. И довязываю ряд до конца. Итак, я закончила вязание 108 рядом, провязала все ряды укороченные, и на этом вязание спинки закончено. Петли спинки оставляю открытыми. После спинки приступаем к вязанию полочки. На полочку я набрала больше петель, чем половина спинки, так как здесь будет планка, которая должна находить друг на друга. Я набрала примерное количество петель, насколько больше я хочу, а можно рассчитать на нужную вам ширину. Расчет такой же, как на спинке. Отдельно рассчитываете ширину узора, отдельно лицевую гладь. Итак, на полочке также вяжется сначала прямое полотно до убавлений по горловине и вывязывания скосов по плечам. Я на полочку набрала 72 петли и так же, как на спинке, провязала 12 рядов резинки. Петли распределила так. От края полочки 2 кромочные, затем 27 петель узор, так же, как он на спинке вязался по центру, затем 42 петли лицевая гладь, и со стороны шва, где будет соединение полочки со спинкой, здесь 1 кромочная.
Итак, я провязала ровное полотно. В начале узора также провязала 2 подготовительных ряда под узор, и затем начала с 1 по 16 ряд повторять этот узор. И начиная с первого ряда раппорта высоту узора, я провязала высоту 8 полных раппортов. По количеству рядов это один раппорт 16 рядов, это 128 рядов. И дальше я буду делать убавление для V-образного выреза горловины. Сколько петель убавить, нужно рассчитать. Так как я рассчитывала. Значит, вот моя полочка, это 72 петли, кромочная, 42 петли лицевая гладь, 27 узор и 2 кромочные со стороны полочки. Теперь мне нужно сначала рассчитать, сколько мне всего петель нужно убавить. По узору, когда я показывала в начале образцы, я выяснила, что у меня в плотности вязания есть разница в 5 петель. Поэтому эти 5 петель в конце вязания я убавлю. Это я буду показывать. Я их убавлю, поэтому в одном ряду я их убавлю, поэтому они в расчет не входят. Также в расчет не входят 8 петель планки. Здесь оставлю от края 8 петель, они будут заходить на горловину. Поэтому они также в расчет не входят. И теперь я от этих 72 петель отнимаю эти 5 петель, которые я потом убавлю, 8 петель планки, которые пойдут на горловину, и у меня получается 59 петель в остатке. Теперь я от этих 59 петель отнимаю 41 петлю плеча, чтобы у меня на плече осталось столько же петель, сколько на плече спинки, так как я буду его сшивать. И получается, что мне нужно убавить 18 петель. И теперь нужно рассчитать интенсивность убавок, в каком ряду буду убавлять. Для этого я выясняю, что мне осталось провязать еще 5 раппортов в высоту узора, это 80 рядов. 8 я раппортов провязала, 5 мне еще осталось провязать. 80 рядов делю на 18 петель, которые мне нужно убавить, и получается, что примерно в каждом 4-м ряду чуть больше. Как подробно рассчитать количество убавок для вывязывания V-образной горловины, на моем канале есть отдельное видео подробное, и я оставлю на него ссылку, как я рассчитываю. Здесь я рассчитала так. Я буду убавлять 16 раз в каждом 4-м ряду и 2 раза в 6-м ряду. Получится 18 убавок. Итак, 129 ряд, начинаю делать убавки. Убавки буду делать все одинаково. Сейчас я один раз покажу. Узор провязывается неизменно. В начале ряда от края планки, как я сказала, я вяжу 2 кромочные. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой. В изнаночном ряду эту петлю, вторую, я снимаю не провязанной нить перед работой, последнюю вяжу изнаночной. И так каждый ряд. Это двойная кромочная. Узор провязываю по схеме первого ряда в этом ряду. Узор, первый ряд из 16. Провязываю его без изменений. И уже после узора я буду убавлять по одной петле, так как я рассчитала. 16 раз в каждом 4-м ряду и 4 раза в 6-м ряду. А эти 27 петель узора, они провязываются без изменения.
там в конце потом несколько рядов останется без убавок. Последняя убавка по моему расчету у меня будет в 201 ряду. Так, сейчас провязываю этот узор. Все, вот 27 петель узора я провязала вместе, 2 кромочные и 27 петель узора. И дальше у меня начинается лицевая гладь. Первые 2 петли я провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Для этого, так как у меня петли повернуты ко мне передней стенкой, я их переворачиваю задней стенкой и провязываю вместе. Или можно путем протяжки. Я провязываю так. Все, одну петлю я убавила. И так я буду убавлять все ряды, которые как я перечислила. Сейчас в первом ряду узора я убавила, в 129 ряду, затем в 131 и так далее. Так в каждом 4 и 6 ряду. И так я буду вязать по 200 ряд, так же как на спинке. В 201 ряду, так же как на спинке, я вывяжу скос плеча. Итак, провязываю эти 200 рядов, убавляя таким образом, по моему расчету, петли, и в 201 ряду я подключусь. Так я провязала по 200 ряд, делая убавки. 17 убавок я уже сделала, осталась одна 18-я убавка, и в 201 ряду также вывязываю скос плеча. Так же как на спинке я отметила по 7 петель со стороны рукава, и в 201 ряду также начинаю вывязывать. Провяжу этот ряд до первого маркера. Здесь сделаю последнюю убавку. Довязала 201 ряд до последнего маркера. Маркер убираю и так же как на спинке разворачиваю вязание. Первую петлю переснимаю на правую спицу и подтягиваю, чтобы было 2 нити. Теперь изнаночный ряд я довязываю до конца и затем лицевой до следующего крайнего маркера. 203 ряд довязываю до следующего маркера, снимаю, разворачиваю вязание, также эту петлю переснимаю на правую спицу, подтягиваю нить, чтобы образовалось 2 нити, довязываю изнаночный ряд до конца, затем разворачиваюсь и лицевой ряд довязываю до 3-го маркера. Он один остался. 205 ряд довязала до следующего последнего маркера, переснимаю, также разворачиваю вязание, петлю переснимаю на правую спицу, подтягиваю нить и довязываю ряд до конца. Это изнаночный 206 ряд. 207 ряд это последний лицевой ряд и всего предпоследний ряд. В этом ряду в узоре я убавлю 3 петли. Всего я буду убавлять 5. В этом ряду я убавлю 3 петли и в следующем еще 2. Показываю как. Кромочную снимаю, вторую кромочную провязываю, жгут провязываю без изменений, изнаночная, перекрещиваю 4 петли, так как и вязала в узоре. Одна изнаночная. Дальше по узору перекрещиваю 3 петли влево, 2 снимаю, 1 изнаночная, меняю их местами, провязываю. Дальше следующие 2 петли изнаночные
я провяжу одной изнаночной. Одну петлю убавила. Дальше 5 петель нужно перекрестить направо. 3 петли снимаю за работой, 2 лицевые, снятые петли возвращаю на левую спицу, меняю местами с провязанными. И теперь я провяжу не все 3 петли, а сокращу здесь тоже одну петлю. То есть я провязываю первые 2 петли вместе лицевой и еще одна петля. Это я вторую убавку сделала. Дальше 2 изнаночные провязываю одной изнаночной. И дальше по узору схемы 15 ряда перекрещиваю 3 петли направо, одну снимаю за работой, 2 лицевые, меняю снятую и провязанные местами, провязываю изнаночную и вяжу жгут. Жгут также в этом ряду перекрещивается. Изнаночная. 3 петли я сократила в этом ряду. Дальше этот лицевой ряд 207 провязываем до конца. И эти петли, которые были двойные, на которых я разворачивалась, нужно также провязать лицевыми, так же как на спинке. Видим двойную петлю под обе нити, лицевая. Затем до следующей доходим петли. Вот опять двойная петля под обе нити, лицевая. И третья. Вот третья двойная петля. Довязываю ряд до конца. Изнаночный ряд довяжу до узора и убавлю в нем еще 2 петли. Последний 208 изнаночный ряд я провязала изнаночные петли, довязала до узора, и здесь убавлю по одной петле там, где жгуты, в жгутах. Провязываю так. Вот изнаночные закончились, 1 лицевая и 4 петли жгута. Одну провязываю изнаночной, затем 2 следующие вместе одной изнаночной и еще 1 изнаночная. То есть в жгуте было 4 лицевые, осталось 3. С лицевой стороны они лицевые, здесь изнаночные. Довязываю оставшиеся петли до следующего жгута. Так, я сейчас их посчитаю. Значит, вот 3 петли жгута, затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Их я все вяжу по узору, как лежат петли. 11, 12, 13, 14. И я пришла к петлям жгута. 1 изнаночную провязываю, 2 вместе изнаночной и еще 1 изнаночная. Тоже из 4 петель жгута осталось 3. Заканчиваю 1 лицевая, 1 снятая, это 2 кромочная, и последняя петля. Все, 208 ряд провязан, вывязан скос плеча, все убавки, и на спицах должно остаться 41 петля плеча и 8 петель
планки. Пока петли оставляю открытыми. Правая полочка готова. Вторая полочка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении. Если правую полочку я начинала 2 кромочные узор, затем резинка и дальше лицевая гладь, то здесь в зеркальном отражении эта полочка начинается наоборот: 1 кромочная, резинка, затем узор и 2 кромочные в конце, двойная кромочная. А так, естественно, по количеству рядов все одинаково. Убавки то же самое, все одинаково. В тех же самых рядах, в лицевых рядах по 2 петли вместе лицевой. Разница в том, что здесь в лицевом ряду после узора 2 вместе лицевой, а здесь в этих же рядах, в лицевых рядах, перед узором 2 вместе лицевой. На правой полочке провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, на правой полочке, наоборот, на правой полочке с наклоном влево, на левой полочке с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В тех же самых рядах также я, начиная со 129 ряда, начала делать убавки. В тех же самых рядах также 16 раз убавила через ряд. И затем, в общем, расчет такой же. Сейчас у меня связано 200 рядов. На правой полочке в 201 ряду я начала вывязывать скос плеча. На левой полочке скос плеча будет вывязываться не в 201, а в 202 ряду, так как он с этой теперь стороны, то есть в зеркальном отражении. Так же, как на спинке. По лицевой стороне мы провязывали сюда, затем по изнаночной разворачивались и не довязывали здесь. Это то же самое, только разделенное пополам. В 201 ряду сейчас мне осталось сделать последнюю убавку. 2 вместе лицевой с наклоном вправо я провяжу. И отмечу также по 7 петель со стороны, теперь с начала ряда, а не в конце. И в изнаночном ряду, в 202 ряду, я не довяжу до первого маркера. И еще раз покажу. Итак, вот 202 ряд. Отметила я по 7 петель маркерами. Провязала почти до маркера, довязывая до крайнего. Убираю, разворачиваюсь на лицевую сторону и снимаю эту петлю, нить подтягиваю, образуется 2 нити и продолжаю вязание в обратную сторону. Теперь 203 ряд я довязываю до конца, разворачиваюсь в 204, довязываю до следующего маркера, снимаю, разворачиваюсь, 205 ряд, в 206 ряду довязываю до 3-го маркера, разворачиваюсь, 207 ряд лицевой. И в этом 207 ряду точно так же, как и на правой полочке, убавляю 3 петли. Затем разворачиваюсь и в 208 ряду, так же как на правой полочке, убавляю еще 2 петли. То есть здесь все одинаково. И затем довязываю этот изнаночный 208 ряд до конца, и на этом полочка тоже будет готова. Обе полочки готовы. Я сняла на каждой полочке на дополнительную булавку по 8 петель планки. Со стороны планки здесь 8 петель и здесь 8 петель. Осталось по 41 петле плеча, и теперь я буду соединять их со спинкой. Я сложила деталь спинки и полочки лицевыми сторонами друг к другу. И соединять плечи буду методом 3 спиц. Первую петлю, нить всегда на дальней спице. Первую петлю с дальней спицы я снимаю,
на правую спицу, а с ближней спицы первую петлю провязываю лицевой. Снимаю с левой спицы и протягиваю ее через снятую петлю. Это первая петля. А дальше по одной петле я закрыла, еще я закрою по 40 петель плеча. И теперь, провязывая подхватывая одну петлю с ближней спицы, одну петлю с дальней спицы, провязываю их одновременно лицевой петлей, снимаю со спицы, протягиваю через предыдущую. И так продолжаю провязывать по одной петле с каждой спицы, провязывая их вместе, всего по 41 петле закрываю. Я соединила оба плеча и петли с булавки на правой полочке, это правая полочка, перенесла на ту спицу, на которой остались открытые петли спинки. Перенесла их на эту же спицу, и теперь я буду провязывать эту планку и одновременно закрывать петли по спинке. Значит, это правая полочка, на левой пока на булавке. И провязываю так, как я вязала жгут. Первую кромочную снимаю, вторую провязываю лицевой. Изнаночная. Здесь перекрещивания в этом ряду нет, так как в предыдущем оно лицевом было. 4 лицевые, 3, здесь одну я закрывала, и вот эту изнаночную я тоже провязываю лицевой, то есть их должно быть все равно 4. А эту крайнюю изнаночную, следующую, я ее сейчас буду закрывать. Значит, эту изнаночную, следующую петлю, которая осталась от закрытия плеча, и одну петлю со спинки, то есть 1, 2, 3 следующие петли, я провязываю за переднюю стенку одной лицевой петлей. Вот так. Это будет теперь крайняя петля, за которую я буду закрывать все петли. Теперь провязываю следующую одну лицевую и протягиваю ее через эту предыдущую петлю. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону. Петли спинки пока оставляю и вяжу изнаночный ряд по планке. Первую петлю снимаю и провязываю петли планки. Предпоследнюю кромочную снимаю. По краю вяжу также двойную кромочную. Разворачиваюсь на лицевую сторону и снова вяжу петли планки. Здесь в этом ряду делаю перекрещивание, так как в предыдущем я его не делала. То есть через лицевой ряд делаю перекрещивание. 2 петли снимаю, 2 провязываю, меняю их местами. Жгут такой же, как и в самом узоре. Я продолжаю вязать узор, только жгут. Перекрестила. И следующую петлю, последнюю, так, не та нить, вот это, я провязываю вместе со следующей петлей. Разворачиваю их стенками задними, чтобы они были, и за заднюю стенку провязываю вместе лицевой. Затем провязываю следующую петлю и протягиваю через эту предыдущую петлю. Все, теперь я опять разворачиваюсь, опять провязываю петли планки. Затем опять на лицевую сторону. Последнюю петлю провязываю с петлей спинки вместе.
Затем следующую лицевой протягиваю через предыдущую. Опять возвращаюсь на изнаночную сторону и так повторяю то, что я сейчас показала. Повторяю, пока не будут закрыты все петли спинки. Я закрыла все петли по спинке. И у меня остались 8 петель планки и 8 петель планки с дополнительной булавки второй полочки я также пересняла на спицу. И теперь я их прикладываю друг к другу лицевыми сторонами и соединю также методом 3 спиц, как я соединяла плечи, провязывая по 2 петли вместе и протягивая через предыдущую. Вот так получилась горловина. И осталось связать рукава. Один рукав я уже связала, но не закончила его еще. И сейчас я расскажу. Здесь все просто. Вязала по прямой. Сейчас подробно все расскажу. И покажу, как закончить рукав. Со стороны шва по кромочным я отметила маркерами. Так, где второй маркер? Отметила маркерами по 29 кромочных. 29 в эту сторону и 29 в эту сторону. И в эти кромочные набирала петли. Всего я набрала 76 петель, то есть половина 38 и вторая половина 38. Набирала так: из 3 4, то есть из одной кромочной 1 петлю, из второй кромочной 1 петлю, из третьей кромочной 1 петлю, дополнительный накид. И продолжаю 3 петли, накид, 3 петли, накид. Итак, 76 петель набрала. Вот так разложу. Вот в каждую сторону по 38 петель. И вязала лицевой гладью. Сделала 11 убавок по одной петле в начале и в конце ряда, провязывая по 2 вместе лицевой. Наклон я делала в сторону шва. Провязывала в начале ряда 2 вместе лицевой с наклоном вправо, в конце ряда 2 вместе лицевой с наклоном влево, то есть в сторону шва. В каких рядах я делала? Первое убавление я сделала в 5-м ряду, и затем 8 раз убавила в каждом 6-м ряду и 3 раза в каждом 8-м ряду. Ряды, значит, первое в 5-м, затем в 11-м, в 17-м, 23-м, 29-м, в 35-м, в 41-м, 47-м, 55-м, 63-м и 71-м. Затем 72-й ряд провязала изнаночный ряд изнаночными петлями, это лицевая гладь, и перешла на резинку. После перехода на резинку я уже петли не убавляла, а вязала ровно. После того, как я 76 у меня было, 22 за 11 убавок я убавила. Осталось у меня 54 петли, и на этих петлях я вязала ровно резинку. Всего провязала резинкой 40 рядов. И теперь буду закрывать петли. Петли буду закрывать обычным способом, путем протяжки по узору. Так, первую петлю снимаю, следующая у меня лицевая. Провязываю ее лицевой и протягиваю через предыдущую. Дальше идут 2 изнаночные, так их и провязываю. Изнаночная протягиваю через предыдущую. Изнаночная протягиваю через предыдущую. Дальше 2 лицевые, мне резинка 2 на 2. Провязываю по узору. Лицевая, протяжка, лицевая, протяжка. Дальше 2 изнаночные и так далее. Закрываю до конца ряда.
Петли закрыты. И теперь, не обрывая нить, складываю изделие лицевой стороной внутрь рукав. Это последняя петля, которую я закрывала. И с помощью крючка по кромочным соединю рукав. В самую первую кромочную петлю ввожу крючок и вытягиваю эту петлю. Подтягиваю, можно закрепить. И дальше, подхватывая кромочную с одной стороны, со второй стороны за обе стенки, вытягиваю нить и протягиваю через предыдущую. Итак, путем протяжки я начала крючком номер 3. Сейчас возьму крючок побольше, 3,5. Ну, это кому как удобно. Главное, чтобы не стянулся шов. Захватываю по 2 кромочные петли, провязываю столбики, соединительные столбики и периодически проверяю, чтобы шов не был стянутый. Немножко подтягиваю рукой. Вот таким образом соединяю весь рукав и сразу же перехожу, когда рукав будет соединен, перехожу на соединение спинки и полочки. Соединяю таким образом изделие до конца и вяжу второй рукав. На этом вязание будет закончено. Я закончила соединять детали. На лицевой стороне шов получается аккуратным и практически незаметным. После сшивания я кардиган постирала. Стирала в стиральной машине на режиме ручная стирка шерсти. Отжим 400 оборотов поставила. Петли расправились, в размерах он не изменился. И на этом работа была закончена. На этом у меня все. Благодарю за просмотр и до встречи в моих новых видео.